thank you for having me here. Sorry. Go on. Спасибо за приглашение. I believe that ideas play an important role in shaping human history. Я верю, что идеи играют определяющую роль в том, как формируется человеческая история. And what I want to talk about is how technology has been shaped by key ideas. И то, о чем я хочу сегодня поговорить, это то, как технология была радикально изменена некоторыми идеями. And in particular, how certain mechanical ideas of human society got mixed up with politics and technology. В частности, о том, как механистические представления смешались с социологией и с политическими воззрениями общества. And what I want to talk about is the story of the free technology movement. It was a movement that showed great promise to liberate humanity. И то, о чем я в частности хочу поговорить, это движение свободной технологии, движение, которое показывало предпосылки к тому, чтобы освободить человечество. And at the heart of it was the idea that technology offered a new way to construct a radically different kind of society that was never before possible in human history. В корне этой идеи лежало представление о том, что технология позволяет создать общество, которое не похоже ни на что существовало в истории человечества до тех пор. And this movement was influenced by the visions of the early computer scientists who believed in the power of computer technology, not just to serve large industry and military, but for everybody in society to have access to this new power. И в основе этих идей лежало представление первых кибернетиков о том, что мощь вычислительных машин должна служить не только интересам капитала и военщины, но и приносить благо народу. Influenced by the 60s counterculture movement, this movement went on to develop the first personal computers. И под влиянием контркультурного движения 60-х это движение свободных технологий внесло существенный вклад в развитие создания первых компьютеров. But that's not the end of the story. Но это не конец нашей истории. Because this radical vision mutated into the idea of self-regulating systems, which sees human beings as objects managed by computer algorithms. Потому что со временем эта идея видоизменилась, и в ней появился элемент саморегуляции и контроля. То есть теперь люди рассматривались как объекты, которые будут контролироваться со стороны компьютерных систем. In this vision of the world, the value of human ideas to transform the world was diminished. В этой версии мировоззрения ценность человеческой жизни и способность человеческих идей менять мир была радикально уменьшена. Into one which sees human beings as objects. Сейчас эта идея рассматривает людей как объекты. Managed by self-regulating systems. Объекты, которыми управляют саморегулирующиеся системы, компьютерные системы. That keep everybody happy. И цель этого регулирования – это сохранение всего общества в состоянии счастья, всего общества и каждого индивида. So we now find ourselves in a strange, static kind of dream world where dark forces are threatening to penetrate into our reality. Мы сейчас находим себя в необычном мире, в мире, который застыл в состоянии равновесия, при том, что темные силы угрожают проникнуть в нашу реальность. And all of the dreams of the techno-utopists have played a role in creating this fake virtual world. И мечты техноутопистов сыграли свою большую роль в создании этого лживого мира. In which human beings, driven by desire, devoid of all sense of higher purpose, become slaves to computer algorithms and vast computer intelligences. Мира, в котором человеческие существа, ведомые только своими желаниями и лишенные высших целей, находятся под властью компьютерных алгоритмов и ими управляются. So what's really interesting about this story is that we now find ourselves at the end point of a movement that originally showed great potential and promise to change the world.
Что интересно в этой истории, мы сейчас оказались в конце развития движения, которое, когда оно только начиналось, имело огромный потенциал для изменения мира в лучшую сторону. But when faced with the real complexity of trying to understand the world, instead chose to withdraw from it with no idea about where to go next. Но когда это движение столкнулось со сложностью реального мира, оно избрало своим путем отчуждение от этого мира и не имело представления о том, куда идти дальше. So, facing our growing irrelevance as hackers, our group is here to revitalize the free technology movement and to put forward our own vision to restore back the potential of technology to transform human society. И целью нашей хакерской группы является оживление этого движения и восстановление его потенциала для изменения мира. And we are training the next generation of revolutionary hackers dedicated to using technology to shape future society. Мы готовим следующее поколение хакеров-революционеров, целью которых будет улучшение общества. And in this speech I will also talk about a place called Rojava, which is an autonomous region in North Syria, following an anarchist philosophy of democratic confederalism. В своей речи я все равно буду говорить о Раджаве. Это регион на севере Сирии, в котором реализуются анархистские идеи. And it's a region with a population of 5 million people. Это регион с населением 5 миллионов человек. And the most important global development since the collapse of the Twin Towers. И существование этого региона – это одно из самых важных событий мировой истории, начиная с террористической атаки 11 сентября. At the heart of this story lies a conflict between two men in 1968. В основе этой истории лежит история конфликта двух человек в 1968 году. One of them is called B.F. Skinner. Одного из них зовут B.F. Skinner. And the other is called Lewis Mumford. А второго зовут Льюис Мамфорд. And it was a moment when two different ideas about how technology could be used to advance human society first started to take hold. И это был тот момент, когда сформировались две раздельные идеи о том, как технологии могут формировать человеческое сообщество. But to understand this conflict properly, we first need to go back to the development of the computer in the 1800s. Но для того, чтобы понять этот конфликт лучше, мы должны вернуться немного к более ранним временам, к временам разработки первых компьютеров. To the age of industrialism and science, В эпоху индустриализма и науки. where two people called Charles Babbage and Ada Lovelace first began to put together the ideas that underlie the development of modern computers. Эпохи, когда два человека, Чарльз Эдам и Эльза Лавлейс, начали разрабатывать комплекс идей и подходов, которые стали основой компьютерных наук в дальнейшем. So Charles Babbage, he was an engineer and he wanted to solve industrial problems. Чарльз Баббидж был инженером, и им двигало стремление решать вопросы промышленности. And what he did was to develop a mechanical calculating device that could solve a wide variety of different computational problems. И что он сделал? Он создал механическое устройство, которое было предназначено для решения большого количества вычислительных проблем. And as he was working developing this device, he started to generalize his ideas more and more. И во время работы над этим устройством он стал развивать свои идеи и делать их более общими. And he developed the idea of the analytical engine, which would be a calculating device that could solve all possible mathematical problems. И дошел до идеи аналитической машины, такого устройства, которое в теории должно быть способно решить любую математическую задачу. In essence, the first computer. По сути, первый компьютер. His other main collaborator was Ada Lovelace, and she was the daughter of the poet Lord Byron. Его одной из основных его сотрудниц
соратниц. Была Эда Лавлейс, и она прямой потомок лорда Байрона, поэта. Lord Byron, he had died fighting in the Greek War of independence against the Ottomans. Лорд Байрон погиб в греческой войне за независимость от Османской империи. And her mother was very incensed and bitter towards her poet father, and she forbid her daughter from studying the arts. И мать этой женщины, ну то есть жена лорда Байрона, чувствовала себя обиженной и обделенной судьбой из-за такой смерти мужа, испытывала естественное отторжение к искусствам и запретила своей дочери заниматься литературой и искусствами в целом. And so she instead pushed her into studying mathematics, logic and rational sciences. И в результате подтолкнула свою дочь к изучению математики, логики и естественных наук. And Ada was passionately interested in a wide variety of science, mathematics and technological fields. И Эйда была очень живо заинтересована в широком спектре проблем, начиная от логики и заканчивая математикой. Particularly with a social motive. Can you please repeat? Particularly with a social motive. В частности, ее интересовали проблемы, имеющие под собой социальную подоплеку или каким-то образом затрагивающие социальные проблемы. She believed that mathematics was fundamentally a creative field, and that intuition and imagination were critical for studying mathematics and science. Она считала, что математика это на самом деле творческая наука, и интуиция и творческий подход необходимы для того, чтобы чего-то достичь в математике. And she named her creative approach poetical science. И она назвала свой творческий подход поэтическая наука. So Charles Babbage, on the other hand, he was deeply inspired by the factories of his time. А Чарльз Баббидж, с другой стороны, был глубоко вдохновлен заводами своего времени. And he was a devout Protestant, contributing ideas to economics about increasing the efficiency of factories. И он придерживался протестантской этики, был христианином-протестантом, и свою деятельность посвящал увеличению производительности труда, в том числе промышленного труда. Whereas Ada was interested in metaphysical questions. В то время как Эйда была больше заинтересована в метафизических проблемах. Comprehending the world and shaping social reality. Она была заинтересована в том, чтобы понять мир и формировать социальную реальность. And what fascinated Ada was the social potential of Babbage's computer. И что вдохновляло Эйду, это социальный потенциал компьютеров, которые разрабатывал Баббидж. Whereas everybody else only saw the computer as a way to compute better sums for industrial production. В то время как все остальные видели компьютеры только как средство вычислить более оптимальные решения для промышленного производства, Ada saw much more potential across all domains of social life. Эйда видела намного более широкий потенциал среди всех аспектов жизни человеческого общества. And she made a huge conceptual leap. И она увеличила эту идею концептуально, то есть значительно ее расширила. She realized that the numbers inside the computer could represent letters, musical notes, or graphics. Она поняла, что числа, которыми оперирует компьютер, могут представлять ноты, буквы или графические какие-то компоненты. And that the computer could manipulate these symbols. И компьютер может манипулировать этими символами и изображениями. So Ada wrote the world's first computer program. И Эйда написал первую в мире компьютерную And программу. her mindset led her to start asking questions about the analytical engine, examining the role of individuals and society, how they play that in relation to technology. И ее подход позволил ей впервые сформулировать вопрос, а как, собственно, аналитическую машину, компьютер, можно задействовать в анализе того, как индивидуум и общество взаимодействуют и формируют друг друга. Unfortunately,
Babbage kept changing his design, he was arguing with the engineers, and the computer never got built. К сожалению, Баббидж постоянно вносил изменения в свой проект своего компьютера. У него возникли конфликты с инженерами, и компьютер его модели, который он разрабатывал, никогда не был в действительности построен. And so it would be another 100 years before the first computers started to emerge during World War II. Таким образом, до появления настоящих компьютеров во плоти оставалось около 100 лет. Первые компьютеры появились в конце Второй мировой войны. And it would be 150 years before Ada's idealistic vision of a computer in every single home would become a reality. И только через 150 лет идеалистическое видение Эйды о том, что компьютер будет в каждом доме, стало воплощаться в жизнь. So during World War II, computers first started to emerge. Таким образом, во время Второй мировой войны впервые начали появляться компьютеры. And these were giant machines occupying entire rooms, very different from the vision of Ada. И это были огромадные машины, которые занимали целые жилые блоки и которые сильно отличались от тех машин, которые себе представляла Ada. They were used to compute ballistics, missiles, and to crack German war codes. Они использовались в первую очередь для того, чтобы вычислять баллистические траектории ракет и взламывать немецкие шифры. And these were huge, expensive machines managed by teams of staff. Это были огромные и дорогие машины, которые обслуживались целыми командами специалистов. And their sole application was military efficiency. И единственным применением этих машин было достижение военной эффективности. And they reflected that in their design. И эта цель, с которой создавались эти компьютеры, естественно, отражалась на дизайне этих компьютеров. Дизайне в смысле их устройства. So even as they began to become adopted by industry, they still remained that centralized bureaucratic control. Таким образом, даже когда началось внедрение компьютерной техники в промышленность, они все еще оставались под централизованным бюрократическим контролем. And one of the early scientists working on these computers was a man called Donald Mickey. Одним из первых ученых, который работал с этими компьютерами, был Дональд Микки. And he was a colleague of Alan Turing, who is known as the father of computer science and artificial intelligence. Он был коллегой Алана Тьюринга, который известен как отец компьютерных наук. What Donald Mickey did was to work to construct machines to break German code ciphers during World War II. Чем занимался Дональд Микки? Это создание компьютеров, которые помогали взламывать немецкие коды шифрования во время Второй мировой войны. So after the war had finished, Donald Mickey went to work on the new emerging field of artificial intelligence, which at that time was showing great potential. И когда Вторая мировая война закончилась, этот ученый стал работать в области искусственного интеллекта, на который тогда возлагалось много надежд. But at that time, the field of artificial intelligence was dominated by the ideas of his colleague Alan Turing. В те времена сфера искусственного интеллекта находилась под влиянием идей его коллеги Алана Тьюринга. So the thing is about Alan Turing is he was a guy that was socially withdrawn and had tried to understand the human mind through mathematics. Особенностью Алана Тьюринга было то, что он был очень асоциальной личностью и пытался понимать мысли людей посредством математики. And that led him to search for mechanical models that explained human thought. И это привело его к поиску механических модулей, которые могли бы объяснить человеческие мысли. At the same time, it was the 50s, and huge exhibits were being displayed around America called Futurama. В это время, это были 50-е годы, по всей Америке открывались большие выставки, которые назывались Futurama, ну то есть будущее и панорама будущего. Visionaries like Buckminster Fuller were developing utopian visions of human society.
визионеры разрабатывали свои утопические видения человеческого общества. And television was telling us that humanity would be living on the moon by the 90s. И телевидение говорило нам, что в 90-х человечество уже освоит Луну. It was a time of technological optimism, and artificial intelligence experienced a huge boom in development. Это было время технологического оптимизма и веры в могущество технологий, поэтому область искусственного интеллекта развивалась очень стремительно. However, during the 60s, development of artificial intelligence started to stagnate. Однако уже в 60-х продвижение к искусственному интеллекту, какой-то прогресс в этой области остановились, и область начала стагнировать. A lot of the optimism and predictions that people were making about the development of artificial intelligence turned out to be false. Множество предсказаний и идей о искусственном интеллекте, которые делали люди ранее, оказались ложными. So in increasing amounts more and more, the old mathematical approach started to show severe problems. И старый математический, сугубо математический подход, унаследованный еще от Алана Тьюринга, показал свои существенные недостатки. So Donald Mickey, he was originally a trained biologist before deciding to dedicate himself to computers. Дональд Микки по образованию был биологом, он получил биологическое образование, прежде чем решил посвятить свою жизнь разработке компьютеров. What he did was to pioneer a new approach to artificial intelligence, which combined the dominant ideas of symbolic logic based off of replicating the human mind through reason and theory. Что он сделал? Он внес идею символической логики, которая должна была скопировать способность человеческого разума к рассуждениям и теоретизированию. And new emerging ideas based off of interpretative science in cognitive psychology. И объединил их с идеями появляющейся когнитивной психологии, ну и, соответственно, получившийся подход применял в дальнейшем. So what his main idea is to combine both of these approaches, because he saw the pure focus on logic as the main reason for why artificial intelligence had stagnated. Его основной идеей было совмещение когнитивной психологии и логики, потому что с его точки зрения фокусировка именно на логике была причиной стагнации в разработке искусственного интеллекта. But he went even further, because what he did was to state that even if we could use artificial intelligence to solve certain kinds of problems, но он пошел еще дальше, потому что он сказал, что даже если мы сможем использовать искусственный интеллект для решения некоторого спектра проблем, we must also understand why an artificial intelligence is acting in a certain way. Этого недостаточно. Мы должны еще понимать, почему искусственный интеллект работает именно так, как он работает. The artificial intelligence didn't just need to solve problems, but it needed to explain how and why it solved problems. Задача была не только в том, чтобы создать искусственный интеллект, который решал бы какие-то задачи. Проблема была в том, чтобы объяснить, каким именно образом и зачем искусственный интеллект решает эти задачи. The intelligence also gives meaning to its action. Существование интеллекта придает цель действиям, которые этот интеллект производит. So in 10 minutes, I might as well just do questions, because I'm not even past the beginning. Whatever. I just freestyle. Okay. All right. So. The way the Western society has organized itself тот путь, по которому пошло западное общество в организации себя самого,
and in particular the liberal worldview, в частности либеральное мировоззрение, has exhausted its potentiality to advance humanity forwards. исчерпало свои возможности по развитию человечества. It's really important that we ask ourselves why all of our political action of the last 100 years has ended up to become commodified, end up to become assimilated. Важно задать себе вопрос, почему любая политическая активность, которая происходила за последние 100 лет, была включена, инкорпорирована в этот либеральный мейнстрим. The humanity is not facing a purely economic question. Человечество сейчас, перед человечеством сейчас стоит не только чисто экономический вопрос. The people work jobs they absolutely hate, that they know has no meaning whatsoever. Люди ненавидят работу, которую они выполняют, не видя ее смысла и не понимая, зачем они ее выполняют. And there is a small elite group of people И есть небольшая группа элиты, that manage the society которые управляют обществом. and to ensure that capital keeps flowing and that everybody is happy. И целью которых является сохранение такого положения вещей, при котором капиталы продолжают течь и нарастать, и общество остается счастливым. There is a global sacred union Существует всемирная священная организация, in which every singularity, in which every infectious molecule в которой каждая сингулярность и молекула has to be extinguished, has to be eliminated. Существует мир, в котором каждая крайность и каждая возможная проблема должна быть уничтожена еще до того, как они себя проявили. The real danger is that time will stop and that humanity gets frozen inside of virtual networks. Проблема в том, что при таком развитии событий время фактически останавливается, и человечество оказывается замороженным в сетях этих машин, которые им управляют. If we want to break free of this nihilism, Если мы хотим вырваться из этого нигилистичного взгляда на мир, and there is a window of opportunity, и у нас есть такая возможность, but we have to seize it with both hands. но мы должны схватиться за нее обеими руками и не упустить ее. And we have to steer the course of events in the direction that we want to go towards. Мы должны изменить развитие событий по тому направлению, в котором мы хотим, чтобы события дальше развивались. Every human being have a destiny. Каждое человеческое существо имеет свою судьбу. Nobody can tell you what that destiny is. Only you know what it is. Никто не может вам сказать, в чем заключается ваша судьба. Это остается решение за вами. But you choose whether you go towards it or not. И вы выбираете, идти ли к вам к этой судьбе или нет. This is about struggle and sacrifice. Это суть в борьбе и пожертвовании, самопожертвовании. There is a moment that presents itself, but it will only be a few people who will be able to shape that. И когда момент настанет, небольшое количество людей, которые будут способны на это самопожертвование, смогут определить дальнейшую судьбу человечества. Because not everybody has the courage to walk their path. Потому что далеко не у всех есть достаточно храбрости, чтобы пройти по этому пути. Because to become a free human being requires more energy, more dedication. Потому что для того, чтобы стать свободным человеческим существом, у вас должна быть энергия и целеустремленность. In order to unlock your full potentiality as a human being. Для того, чтобы раскрыть свой полный потенциал как человеческого существа, to be able to escape the confines of time. Вы должны иметь возможность покинуть пределы времени. And to actively work to manifest the political. И активно работать над тем, чтобы проявлять политическую повестку. To replace politics back into the heart
of society, и изменить политическую сердцевину общества, to give a sense of values to humanity, вернуть человечеству ощущение настоящих ценностей, And to- представление о ценностях, and to break free of this mechanical system of enslavement. и разрушить эту механистическую систему порабощения. And most of all, technologists have a power. И самое главное, что именно технологисты имеют эту власть. That when technology is disconnected from politics and ideology, Когда технологии отрываются от политики и от идеологии, it simply becomes another form of enslavement on humanity. она превращается в еще один способ порабощения человека. It's really important to ask why the anarchist movement failed. Очень важно задать себе вопрос, почему анархические движения проиграли. Why the anarchist movement ended up to become trapped inside of the iron cage of capitalism. Почему анархистское движение оказалось внутри железной клетки капитализма? Because it got trapped inside the confines of Enlightenment thinking. Потому что они оказались в ловушке мышления, которое было унаследовано от эпохи просвещения. And failed to do a proper analysis of history and morality. Им не удалось сделать действительный реалистичный анализ жизни и истории. And what is happening in Rojava is something extremely important for people to understand. И то, что происходит сейчас в Раджаве, очень важно и нужно, чтобы все это поняли. Öcalan is the greatest thinker of this century. Öcalan – это величайший мыслитель нашего столетия. And what he has done is to give us a set of teachings that if we study, И что он сделал, это дал нам учение, которое мы должны постигать. offer socialists the way forward. Учение о социалистическом пути вперед. It gives you an instruction as a revolutionary. What do we need to do to organize to oppose this capitalist modernity and construct a new democratic paradigm? И что дает это учение? Оно дает направление для революционеров, которое позволит им переформатировать капиталистическую реальность и создать новую демократическую парадигму. The last 100 years was a period of stability and equilibrium. Последние 100 лет были периодом стабильности и равновесия. But what is happening now is that we're entering a new point, bifurcation point, where the complexities underlying the world are rapidly multiplying. Но мы сейчас проходим через точку бифуркации, и сложность мира многократно увеличивается очень быстрыми темпами. We can even observe in science how that we're reaching the borders of this mechanical worldview. И мы видим знаки того, что мы достигаем пределов этого механистического взгляда на мир. The particles are becoming waves. Частицы становятся волнами. Then we talk about chaos and complexity, Мы говорим о хаосе и сложно организованных системах. dissipative structures, О диссипативных структурах. the conversion of mass into energy. О превращении материи в энергию. That today we're less likely to talk about command and control economies. И сегодня мы не так расположены к тому, чтобы говорить о централизованном и централизованной и управляемой экономике. We're more likely to talk about the butterfly effect. И мы больше расположены к тому, чтобы обсуждать эффект бабочки. Tipping points. Tipping points. Точки перегиба. The black swan effect. И Черного черного лебедя, да. This worldview, which was born out of liberalism, was born out of Enlightenment thinking, has exhausted itself, and we need to search in new areas for a new form of comprehension that can give something to humanity.
Либеральное мировоззрение, которое зародилось в эпоху просвещения, достигло своего предела, и нам нужно искать новое мировоззрение, которое сможет объяснить вставшие перед нами проблемы. There is a hidden part of nature, Существует скрытая сила в природе, a hidden nature. Скрытая природа. This idea of just looking at the world as a material object purely for its outside sensory form. Идея о том, что мы просто смотрим на мир и видим его отражение в наших чувствах, в нашем сознании. Is something that denies any hidden essence. Вот эта идея, она по сути отрицает то, что в мире есть какая-то скрытая сущность, которую мы не наблюдаем. We take an object and we try to reduce things, we try to eliminate phenomena, that we can try to comprehend a base principle underlying it. Мы берем какой-то объект и мы его делим. Мы его делим на мельчайшие части для того, чтобы проанализировать и понять, как он работает, что лежит в основе этого феномена. However, it is the totality, the whole, including the inner essence, which give an object its complete form. Но на самом деле именно скрытая сущность предмета придает ему завершенные свойства, которые мы наблюдаем. And we've done that to politics and the way that we try to understand society. We've reduced things down to simplistic principles. И мы пытались анализировать сведением к простейшему, например, политику, когда мы пытались понять, как работает общество. Into a way of comprehending human beings as robotic objects. И фактически мы развили мировоззрение, которое рассматривает людей как роботов. A way of reducing human beings. Мы упростили человеческих существ. And it doesn't matter how we rearrange this structure. Even the structure could be decentralized. И на самом деле не важно, каким образом мы организовываем эта структура может быть децентрализована. Power still exists inside that. Но внутри этой структуры все равно существуют силы, которые мы не учитываем. By denying that it exists or trying to escape from politics, all we're doing is we're allowing that form of power to become stronger and losing our agency as human beings. И отрицая существование этой силы, этой власти, все, к чему мы приходим, это к тому, что мы отказываемся от идеи индивидуальной повестки и только усиливаем эту силу, эту власть, которая существует в обществе. Human history is shaped through human will and human action. История человечества определяется волей людей и действиями людей. But that human will and human action is driven through ideas, convictions, ideologies, religions, beliefs. Но в основе этого всего лежат идеи, убеждения, идеологии и вера. If we really want to be able to shape the society, we want to be able to steer the direction of events, we need to step outside of this iron cage that we've become trapped inside of. И если мы хотим изменить направление развития общества, если мы хотим изменить общество, то нам нужно выйти за пределы нашего текущего мировоззрения. Inside of the society, there are some people who have a deep desire or drive to live meaningful lives. Внутри общества есть люди, которыми движет глубокое стремление прожить жизнь со смыслом, прожить ее не зря. Spiritual people, idealistic people. Духовные люди, идеалисты. People who aren't driven by the worldly. Люди, которых не привлекает мирское. Those are the people that shape and advance humanity forwards. Это как раз те самые люди, которые определяют направление развития человечества и двигают его вперед. And this constructed dream world that we now find ourselves suspended in. И этот сконструированный мир мечты, в котором мы сейчас себя находим. One which has tried to eliminate and to reduce away all form of difference. Это мир, который пытается уничтожить и устранить все виды различий. Which has merged humanity into a homogeneous, formless whole.
и который стремится гомогенизировать человечество и превратить его в единое месиво. That I can go to Paris, to London, to Buenos Aires, to New York, and I can see the same shops, the same clothes, the same people everywhere. Я могу поехать в Париж, в Берлин, в Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, и я буду видеть все те же магазины, все тех же людей, все то же самое. This is the most absolute degradation of humanity. Это самая ужасающая деградация человечества. That there is no longer anything that gives us a sense of identity. Это тот факт, что у нас не осталось ничего, что давало бы нам чувство идентичности. This is the primary crisis of Western civilization. Вот это и есть принципиальная проблема, которая встала перед западной цивилизацией. Capitalism is not just an economic system. Капитализм — это не только экономическая система. Capitalism is a religion. Капитализм — это религия. When we go to the nightclub on the weekend, we're doing our worship in a church. По сути, когда мы идем в клуб тусить на выходных, это то же самое, что когда мы идем в церковь молиться. When we watch a television, we're getting a sermon from the priest. И когда мы смотрим телевизор, на самом деле мы слушаем проповедь священника. And now what is happening is, for instance, a friend of mine, he said to me, Amir, do you want to go and watch a movie? И что сейчас происходит? Вот недавно мне друг предложил, не хочешь со мной сходить посмотреть кино? I was like, sure. He's like, what movie do you want to watch? I was like, I want to watch Dunkirk. И я спросил, да, почему бы и нет, какой фильм ты хочешь посмотреть? И он сказал, я хочу посмотреть Дункерк. So I thought to myself, I'm going to see a movie about people fighting in World War II against the Nazis. Я подумал, что, видимо, мы будем смотреть фильмы о людях, которые сражались с нацизмом во Второй мировой войне. But the entire movie was about them trying to run away from the war. Но на самом деле весь фильм был посвящен тому, как они стремились убежать от войны. Trying to cross the ocean to get home to where it's safe. Как они пытались пересечь океан и вернуться домой, где безопасно. Trying to climb on the boat to throw the other guy off the boat so that you can get home safe. И боролись друг с другом за место в лодке, выталкивали друг друга из лодок, чтобы они сами могли добраться до дома в безопасности. In a war where, even though it was an imperialist war between Germany and England, даже учитывая, что это была война империалистическая, война между Германией и Англией, there were a lot of heroic people who gave their lives to fight the fascists. Но в ней было множество героических людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы сражаться с нацистами. So this is the liberal mindset now that we're facing in the West. И вот именно таков либеральный настрой, который мы сейчас видим в западном мире. One which try to deny any form of personal sacrifice or devotion to a higher cause. Этот настрой заключается в том, что мы стараемся отрицать личное самопожертвование и посвящение себя высшей цели. Meanwhile, the West is facing people who literally blow themselves up for what they believe in. Но в то же время перед Западом встает проблема в виде людей, которые буквально готовы взорвать себя ради того, что они верят. This worldview has reached its limit. This is the liberal mindset. There is no future for the Western society. We need to look in another direction. У западного общества нет будущего, нам надо смотреть в другую сторону. Anyway, thank you.